Ну что, друзья, дождались. В Tank Classic вышел тот самый ожидаемый вайп. Прямо сейчас вы уже можете зайти на свои аккаунты и заценить, что тут нового изменилось. Вкратце вообще, что нового. У нас теперь у всех звание лейтенант стоит по умолчанию. Начислено 100 тысяч кристаллов, на которые можно приобрести любые желаемые пушки, корпуса, защиту, краски, в общем, что хотите, то и можно приобретать. Кстати, еще и контейнеров тут начислил Орех 290 штучек. Я так понимаю, 90 это начислено всем, а 200 у кого самое дорогое спецпредложение по раннему доступу. Помимо всего прочего, исправлена куча различных багов и ошибок, которые мы будем, друзья, в этом ролике смотреть. Зайдем в какую-нибудь битву. Помимо еще прочего, появились новые карты, которых не было в прошлые разы. Вот 2042 появилась, Абис, Берлин, Бобруйск. В общем, некоторые карты, которых не было. Карусель какая-то. Постараемся тоже некоторые из этих карт рассмотреть. Ну а сейчас давайте нужно приобрести какое-либо вооружение. Но перед этим, друзья, не забывайте ставить огромный лайк на это видео. Поддержите прям вот максимальным лайком. На канал обязательно подписывайтесь. Ну и не забывайте ставить лучший тег создателя контента Ник 10 в настройках вашего аккаунта в Tank Online. Кто не знает, как попасть на ранний доступ, в магазине игры в Tank Online продаются 3 спецпредложения. Ну что ж, а вот у нас гараж. У нас 100 тысяч кристаллов на балансе. Практически все пушки и корпуса нам уже доступны, которые мы можем прокачать. Ну и с чего начнем, друзья? С чего начнем? Я даже не знаю, с чего начать. Я вот лично хочу почему-то диктатор качнуть. Прям вот максимально DM3 версии, чтобы он был. Плюс он стоит недорого за все эти шаги. Давайте прокачаем. Тут все еще цены до ребаланса. 100 тысяч кристаллов, в принципе, должно хватить. Если вдруг мне не хватит, у меня еще есть контейнеров куча, которые я попозже чуть, наверное, открою. Не в этом ролике уже. В этом давайте вот просто купим первые какие-то вооружения, которые я до этого еще не покупал. Ну, рельсу М3-шную можно взять. Шафт уже доступен. Можно шафт М3 взять. Гром М3. Давайте гром. Хочу на громе покататься. Можно взять гром. Ну и какую-нибудь пушку типа фриза, либо рикошета можно тоже попробовать. А знаете, хочется мне что-то рикошет. Хочется также рикошет попробовать. Давайте его установим. Вот так у нас выглядит наш прокачанный танк. Припасов нужно тоже приобрести какое-либо количество. А давайте... Ладно, я сказал, что я не буду контейнер открывать. Давайте я открою часть какую-то, чтобы мне выпадали какие-то припасы. Погнали. 15 штучек откроем. Кристаллы, ускорения. И тут смотреть нельзя пропускать, да, эти анимации. Кристаллы, вот повышенная защита. Но тут пока мало падает. Нужно, чтобы какой-то был прям запас хороший, прям все открывать. Но мы в этом ролике, опять же, не будем все открывать. Тут, видите, даже пропустить это все дело нельзя. Кристаллы, рекомплекты. Кристаллы. Так, ладно, я понял тебя, Орех. Ну вот хоть какую-то норму получили. Ну давайте купим в ручном формате тогда повышенного урона. Ну сколько возьмем? Ну давайте так, для начала тут 100. Миночек давайте тоже приобретем. Давайте вот так вот сделаем. 30, допустим. Я просто почему так сразу все не скупаю, потому что у меня в контейнерах потом и так все это дело выпадет. А на начальный этап поиграть в битву хватит, я думаю, столько. Резист. Резист, друзья, давайте... Прикинем, на чем будут игроки играть. У игроков тоже, как у нас, все доступно. Тоже лейтенанты, куча кристаллов. Могут играть игроки на чем угодно. Это могут быть как и смоки, так и фризы, так и твинсы с рикошетами. Но мне почему-то кажется, от Жиги с фризом надо поставить. Мне кажется, они там будут присутствовать. Ой, смотрите, я не могу даже до М3 прокачать некоторые, да, у нас модули. А какой модуль я могу до М3 качнуть? А до М3 у нас тут нововведение от Ореха. До М3 пока никакой не могу качнуть. Ну, давайте пока лис оставим. Вот. И надо зайти в какую-нибудь битву, потому что сейчас будет самое интересное, что у нас поменялось вообще в битвах. Надо посмотреть, потому что напомню, что куча ошибок и различных недоработок было исправлено. Ну, давайте начнем с каких-нибудь интересных карт, которых в прошлый раз не было. Давайте быстренько посмотрим, что за карта. Абис. У нас уже не важно, да, не обязательно от новобранца создавать. Давайте прям максимум делаем. Абис. Что это такое? Я прям быстренько зайду, посмотрю. И, конечно, интересно зайти поиграть уже с реальными игроками в реальный бой. Друзья, это же карта небоскребы. Самые старые версии. Звук какой-то громкий, тут же все сбросилось. Графика максимально стоит, да? Остальное вроде окей, чуть-чуть звук потише сделаем. Вот, и здесь, по идее, да, друзья, это прям та самая старая версия Legacy небоскребов, где есть тайная комната. На минуточку. На минуточку тут присутствует тайная комната.
Давайте взглянем. Вот отсюда ее должно там видно. Да, она там есть. Но я один туда не попаду. Нужно с разгона на васпе, я так понимаю, туда запрыгивать. Я не знаю, кстати, в одиночку смогу ли я это сделать. А давайте попробуем. Давайте попробуем перед тем, как мы пойдем дальше какие-то карты рассматривать. Что касается вообще изменений визуально, вот что я вижу, что я не вижу, пока что по интерфейсу вроде то же самое все. Ну, нормально все по интерфейсу. Вот отсюда надо с разгончика залететь. Давайте я васп надену. Так, гараж. И заодно, кстати, в битве можно его и купить, да? А, подожди, у нас скорость даже больше у Хорната должна быть, да? У вас по 90. Давайте Хорнет тогда. Хорнет. Купим Хорнет, а не Васп. Совсем забыл про этот замечательный корпус Хорнет. Кристаллы пока позволяют, но уже прям поджимает. Поджимает. Уже у меня из 100 тысяч 28 тысяч кристаллов остается. Так, ну мы переоделись на хоречек. Какая фантастика по картам, конечно, друзья. По картам это выглядит фантастически. Так, кристалл. Кристалл, сколько у нас номинал? Все так же 1 + 1 опыт. Интересно посмотреть, изменилось ли получение набираемого опыта в шкале звания. Ну, разгоняемся. И прикиньте, не хватает. Не хватает мне скорости, чтобы залететь в тайную комнату. Ну ладно, тогда как-нибудь в другой раз попробуем, может быть, на стриме. Пойдемте следующую карту посмотрим. Вот у нас тут есть карта Polygon 3, уже доступна, где играют у нас игроки. Давайте зайдем, может быть, на этот полигон. Но по-быстрому давайте еще, наверное, посмотрю. Вот эта карта была с интересным названием. Карусель. Что за карусель у нас? Потому что я напоминаю, что в классике... Вот это да. В классике у нас добавили не только Legacy карты, но и различные карты удаленные, которых вообще никогда в игре не было. Вот это одна из этих карт. Карт Карусель. Вот это да. Вот это интересная карточка. Так, ну ладно, давайте дальше. Давайте дальше. Ну, из того, что я еще такого вижу интересного, с необычными названиями. Вот Калогни какой-то. Крэш, Кроссроуд, Десерт. Ой, ну слушайте, очень много карт, которые стоит рассмотреть, которые заслуживают внимания. Рейс. Мы за этот ролик, наверное, вряд ли это все дело успеем рассмотреть. Ну давайте тогда на следующий ролик оставим, потому что в этом ролике мы рассматриваем сам вайб, первые впечатления, что нового. Но я не могу не рассмотреть хотя бы еще одну карту. Давайте посмотрим, что такое у нас, например, Crossroad, например, да, или Crash. Crash, неужели это крушение будет? Которое было в Tank Highland 2.0. Подождите, а мы, по-моему, здесь играли или нет? Играли ли мы здесь? Нет, это, по-моему, да, это действительно, по-моему, то самое крушение, которое у нас было доступно в Tank Highland 2.0, только там, конечно, другая графика была, но, по-моему, сама геометрия карты сохранилась. Либо же это, по-моему, когда-то в Tank Highland у нас эта карта присутствовала, я просто уже, если честно, не помню. Ну, тоже такая интересная карта, но у меня как будто, знаете, разблокированы какие-то воспоминания, как будто я здесь когда-то играл. Вот этот трамплин я помню. Да, тут какие-то наклеечки, смотрите, было ли это раньше или нет, или пасхалки от ореха. Mom's Kitchen. Непонятно пока. Ну, в общем, вот очередная еще новая карта из множества других карт, которые добавлены в эту игру. Ну и давайте зайдем куда-нибудь. Вот тут плато, тут Дюссельдорф, тут Полигон 3. Что у нас на Полигоне 3? Давайте посмотрим. Полигон 3 у нас, друзья. Это тот самый старый полигон в Legacy графике. Вот, кстати, еще очередная карта. Вот, посмотрите, что тут происходит. Тут еще и без нары у нас. Без нары битва создана. На мамонте человечек катается, которого... Да, я что-то не подумал мамонт приобрести. Мамонт — это же самый сильный корпус, который вообще нам доступен. Но тут почему-то без нары создали битву. Я думал с нарой поиграть. Ну, в общем, посмотрите. Это полигон, тот самый. Там даже нычка, по-моему, есть. Которая была тоже на старом полигоне. Вот, посмотрите. Вот. Нет, немного другая версия полигона. Надо еще один полигон посмотреть, создать. В общем, это одна из разновидностей полигона у нас здесь присутствует. Так, вот мне интересно. Просто вот мне интересно зайти, посмотреть на какой-либо еще полигон.
Фарма, вот смотрите, у нас есть тут аж 3 полигона. Полигон обычный, полигон 1, полигон 2, полигон 3. Ну, по идее, полигон 1 должен быть тем самым полигоном. Так, а полигон 1, подождите, у меня он не создается почему-то, да? Не создается у меня полигон 1. А, у нас, походу, зависла классик. У нас происходит прямо сейчас рестарт. Придется, друзья, немножко подождать. Друзья, вот смотрите, сейчас у нас классика загрузилась. И, как видите, произошел еще один новый вайп. Но почему-то у нас сейчас все названия новобранцы. Так, друзья, ну что ж, вот и произошел очередной, третий уже вайп за это видео. Вроде сейчас обстановка тут стабилизировалась. Все заработало, звания начислены, кристаллы начислены. Ну и давайте приобретем себе какое-то вооружение. Вот уже на опыте некоторых ошибок, которые в этом же видео я там и совершал. Ну как ошибок, я приобрел диктатор. Можно-то у нас приобрести-то и мамонт, которого больше всего хп. Давайте с него мы, наверное, и начнем. Будем на мамонте катать. Давайте его установим. Вот, ну и пойдемте попробуем создать какую-либо карту, если никто еще из присутствующих на тесте этого не сделает. А если сделает, то присоединимся к ним, чтобы посмотреть на сам геймплей, что поменялось в этом плане. Вот, по поводу пушки, ну что, я в тот раз попробовал рикошет. Может быть, в этот раз попробуем гром полностью прокачанный. Потому что в версии до ребаланса гром был очень крутым. Давайте, наверное, так сделаем. Ну, естественно, красочку ветеран устанавливаем. Припасов чуть давайте приобретем. Так. По 100 штучек на первый бой нам хватит. Повышенный урон. Так, ускорение. Есть. Миночек давайте немного возьмем тоже. И, естественно, рекомплект. Рекомплект. Уже 100 штучек пусть будет. Помимо всего прочего, звук. Вот звук у меня в тот раз очень громкий был, чуть его убавим. Графика все на максимуме стоит по умолчанию. А, и резисты, друзья. И резисты какие-либо надо взять. Ну, не знаю, давайте опять же возьмем от Жиги Фриза. На Фризе, кстати, с Жигой я бы тоже с удовольствием поиграл. Возможно, в этом ролике мы этим и займемся. Но пока вот так. У нас уже создана карта Александровск. Ну и что, все сюда люди заходят. Ну, Александровск так Александровск. Я надеюсь, что там графика Legacy у нас присутствует. Хотя, подождите. Вдруг у нас есть другие карты. Вот мы полигон не могли создать. Я хотел, да, вот на чем остановились. Хотел полигон 1 создать. А вот полигон у нас был. Полигон 1. Что такое полигон 1? Так, создался полигон 1. Почему-то очень мало он там вмещает игроков, судя по... Да, это тот самый, друзья. Это тот самый полигон. Да. Самый-самый первый полигон, который вот был, по-моему, в Tank Online. Да, здесь вот и нычка есть, та самая, на которой можно прятаться. Там на Васпике, либо на Харьке можно туда заныкать. Кристаллики падают, плюс за стеночку туда можно ехать, прятаться, стрелять. Ну и давайте подождем. Зайдет пока народ. Потому что только вот сейчас у нас произошел сброс с сервера. Еще, я думаю, не все даже... Не весь трафик зашел. Вот да, и здесь можно тоже, смотрите, стоять, наперживать наш легендарный плакат, у которого золотой ящик должен, по идее, падать. А вот и мы здесь. Ну, я не знаю, давайте попробуем посмотреть, что у нас нового вообще поменялось, что изменилось. Вот рикошет, смотрите. Непривычно видеть народ на таких сочетаниях. Уже прокачанных, уже со званкой прокачанный. Кстати, вот сейчас был маленький Васпик, почему-то не прокачанный. Ну, вот понавыходили. Народ понавыходил, потому что жестко их понагибали. Ну, будем ждать, друзья, еще народа. Пока, ну, визуально, я не знаю, вроде как все нормально выглядит. Киллтап, к сожалению, старый. Чат старый. Ну, я имею в виду, не обновили это дело. Так, давайте сейчас снова прокачаем Хорнет. Я там увидел, битва появилась интересная. Называется Безумие 1. Зайдем, посмотрим, что там на безумие. У нас же тут, я так понимаю, старое безумие. Вот Madness 2, старое безумие доступно. Тут есть, смотрите, версия... Так, Madness 1, 2, 3 даже версия. А тут какая-то версия именно 2.
Что за версия 2? Давайте зайдем посмотрим. Ну это, друзья, это вообще отвал всего. Это то самое безумие. То самое безумие у нас, смотрите, здесь. Ой-ой-ой, присутствует. Вот это да. Такого, друзья, я не ожидал вообще. Там кто-то у нас спрашивал, когда будет карта такая добавлена в классику. Вот, пожалуйста, смотрите, она уже добавлена, только тут создали ее без почему-то нары. Но это вот, смотрите, та самая старая безумка. Она уже здесь. Народ уже тут сидит, бьется. Почему нару только вот создатель битвы не включил? Без нары будет тяжко ездить. Так, а по поводу кристального дропа. Тут что-то Орех немного в этом плане зажал, да, кристаллики? Безумие это вроде старое. Графика Legacy старая. А дроп как-то и не особо и сыпет. Да, давайте сейчас вниз прыгнем. Посмотрим, как тут внизу это дело выглядит. Ну вот, да, это оно, друзья, оно. Только должно быть еще все в кристаллах. Но у нас здесь кристаллов, к сожалению, нет. Но, в принципе, можно посмотреть, какие еще у нас версии безумия есть. Что вот за безумие 3, если честно, я не помню. В чем разница вообще? Безумие 3 есть. Ну-ка, давайте зайдем посмотрим. А, это у нас безумие уже с новой графикой, как с Танков Онлайн у нас, да, оно тут присутствует. Это безумие в Танках Онлайн у нас есть. Вот, а что касается безумия, там еще какое-то безумие было. Madness 2 мы были, Madness 1 еще тут есть. Madness 1 это что, давайте тоже посмотрим по-быстренькому. Ну и в принципе, друзья, вот такой ролик. Уже на этом будем сейчас заканчивать, потому что... А, то же самое, друзья, то же самое безумие, только без пола у нас почему-то. Все то же самое, только без пола. Такой ролик. Ставьте огромный лайк на это видео. На канал подписывайтесь, если не подписаны. У нас пока тут народ будет заходить. Какая-то вообще урезанная версия безумия. Я даже не помню, такое реально было у нас в игре когда-то или нет. Но походу да. В общем, на канал подписывайтесь, друзья. Будем, наверное, ждать либо стрима. На стриме надо поиграть. Либо будем ждать, когда народ уже узнает. Возможно, после этого видео народ как-то помасштабнее узнает про вайп, чтобы можно было создать битву, да, и поиграть. Вот, не забывайте ставить лучший тег создателя контента Ник 10, настройка вашего аккаунта в Танках Онлайн. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем уже, кстати, заранее вышли скриншоты с вайпа, информация о вайпе, карты, которые в этом ролике я рассматривал, уже все вышло заранее, поэтому кто хочет быть в курсе первым всех новостей, в телеграм-канал. Ну а я всех благодарю за просмотр.